Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу малышку из трикотажной пряжи. Использую трикотажную пряжу бренда «Вяжи еще». 280 грамм в мотке, около 160 метров. Состав пряжи синтетика. По сути, это полиэфирный шнур, но выглядит как трикотажная пряжа. Очень нежная и эластичная. Вязать из нее просто. Мой оттенок 13, ваниль. Я подбирала в тон своим ручкам. У меня вот такие вот очень интересные ручки с квадратной основой. Посмотрите ролик до конца и увидите, что у меня получилось. Здесь важно приложить ручки либо одной стороной, чтобы лицевая часть была с клепками, либо другой стороной, чтобы лицевая часть вот была без такого загиба. То есть смотрите, это важно. Я вот выберу эту часть лицевой. Также в комплекте с ручками идут две нашивки. Я думаю, что они пришьются на боковины по ходу работы. Приготовила сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю количество петель, рядов и размеры своих заготовок в сантиметрах. Ножницы. Вязать буду крючком 5 мм и как вспомогательный буду использовать крючок 3 мм. Все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Беру нить от начала мотка, начинаю обвязку в нижней точке ручек. Тут удобнее будет спрятать край начала. Обвязка будет закольцована. Я протягиваю нить. Вот лицевой частью у меня является эта часть, я уже для себя определила. То есть по лицу я и веду обвязку. Здесь остается небольшой запас нити по длине. Я подхватываю рабочую нить и провязываю столбик. Этот край начала ввязываю попутно в полотно, чтобы потом его не прятать. Здесь хорошенько фиксирую, обвязку не затягиваю. Следующая точка, столбик без накида. Далее точка, столбик без накида. Так в каждую точку провязывается столбик. В угловой точке достаточно 2 столбиков, чтобы перейти на другую сторону квадрата. Подхожу к углу, провязываю первый столбик, достаточно пышно, не затягиваю, и как бы по другой уже стороне провязываю в эту же точку второй столбик. Вот такой аккуратный поворот я имею. Далее двигаюсь до верха. Здесь в этой точке мне нужно пропустить ручку. Делаю следующим образом. Последнее отверстие, провязываю столбик, вытягиваю нить больше обычного. Теперь вставляю крючок в следующую точку. Сюда увожу эту петлю, нить. Смотрю, чтобы рабочая нить осталась сверху. Тоже не затягиваю, размер петли должен быть такой же, как при вязании. Вот у меня здесь выходит сейчас петля. Я следом вставляю крючок в следующую точку, вывожу еще одну петлю и эти две петли провязываю вместе. Вот такой у меня аккуратный наклон оформления края. Далее продолжаю до следующей ручки столбиками без накида, просто вокруг заготовки. Здесь у меня остаются аналогичные точки. Этим точкам, куда две петли провязались вместе, я точно так же с первого отверстия вывожу петлю, со второго отверстия вывожу петлю и провязываю их в обратном порядке. Вынимаю крючок, вставляю сначала в эту петлю, потом в первую, для того, чтобы наклон был к центру. Подхватываю рабочую нить и провязываю вместе. Здесь на лице наклон сюда, к центру, и здесь на лице наклон к центру. Все, теперь также вытягиваю петлю, провожу ее сзади, рабочая нить остается сверху. Следующее отверстие, подхватываю эту петлю, вывожу ее на лицо. Здесь главное не перетянуть, чтобы не было
стянутости. Пряжа эластичная, в принципе, просто это сделать. Столбик без накида, продолжаю двигаться к началу обвязки. Не забываю, что в угловую точку я провязываю 2 столбика. Последний столбик провязан, у меня соединение обвязки. Укорачиваю нить с небольшим запасом. Вытягиваю крючок и нить полностью, нахожу первую кромочную точку ряда обвязки, увожу нить туда, на изнанку. Далее сзади нахожу, откуда выходила эта нить, чтобы увести его в эту петлю. И теперь прячу здесь кончик. Пряжа достаточно скользкая, для надежности лучше подшить. Точно так же обвязываю и обрабатываю и вторую деталь. Здесь лишь слежу, чтобы лицо было одной фактуры. Вот здесь по лицу идет обвязка с этой стороны. Точно так же. Готово. Прикладываю изнанка к изнанке. И обработанные детали убираю в сторону. Они понадобятся мне позже. Перехожу на работу крючком 5 мм. Набрасываю нить на ладонь, короткий край перед работой. Подхватываю рабочую нить и формирую первое звено. Мне потребуется косичка из 10 воздушных петель. 1, 2, 3. Теперь в ряд у меня получится 9 столбиков, так как одна петля, 10-я, пойдет как петля подъема. Я пропускаю ее и в заднюю перемычку цепочки из воздушных вставляю крючок, провязываю столбик без накида. Стараюсь вязать свободно, не затягиваю и не делаю полотно слишком рыхлым. Сейчас у меня получается 9 столбиков без накида в заднюю перемычку до конца ряда. Провязываю. Это будет ширина дна. Она заложит размер изделия. Можно сделать меньше, больше. Обязательно досмотрите ролик до конца и увидите, как получилось у меня. Последнее звено провязываю столбик без накида. В конце каждого ряда обязательно петля подъема на новый ряд. Здесь сейчас край начала я буду ввязывать в полотно. Но смысл провязывания узора заключается в том, что я не совсем поворачиваю на другую сторону, а остаюсь на этой. Просто вязать буду как бы сверху вниз. Вставляю в полупетлю текущего ряда и в полупетлю предыдущего ряда крючок и буду провязывать столбик. Здесь я эту нить провожу так, чтобы она оказалась внутри этих столбиков. Столбик без накида. Далее то же самое. Следующая полупетля текущего, полупетля предыдущего, столбик без накида. И так далее. У меня получается в ряд 9 таких столбиков. Здесь в конце ряда нужно быть очень внимательным, потому что последние петли немножко заминаются, складываются. Вот я их выправляю. Вот она полупетля текущего, полупетля предыдущего ряда. Вставляю крючок точно так же. И провязываю последний 9 столбик ряда. Петля подъема. Снова перехожу на следующий ряд. Вот с этой же стороны, не переворачивая вязание, полупетля, полупетля, столбик без накида. Полупетля, полупетля, столбик без накида. Полотно получается очень плотным, рельефным, прекрасно будет держать форму моего изделия. Здорово подойдет и для другой пряжи. Возможно, шнур или рафия. Вот так я дохожу. Можно контролировать, чтобы каждый ряд состоял из 9 столбиков. И вот здесь не терять последний столбик, иначе полотно будет сужаться. И петля подъема. Так навязываю необходимый размер. Для меня это от края до края. Вот здесь я примерно сейчас снимаю мерку. 42-43 сантиметра. Важно, чтобы эта мерка была снята с нерастянутого спокойного полотна. Вот длина этой детали около 43 сантиметров. Продолжаю.
Сейчас у меня провязано около 35 пар рядов. То есть, если по одной стороне просчитать поперечные ряды, получается 35. Здесь завершающий подъемный. И следующий ряд я вяжу не столбиками, а в те же точки соединительными, чтобы собрать этот край, чтобы он был такой же плотный, как и все полотно. Получается 9 соединительных в последнем ряду. Нить не прерываю. Продолжать буду работать от мотка. Чем меньше соединений, тем меньше прятать. Здесь в конце ряда воздушная, для того, чтобы завершить этот край. Что у меня получается? Деталь шириной около 9 сантиметров. Длина детали 44 даже с небольшим. Эта погрешность легко скроется. Теперь мне нужно следующим образом сделать разметку. Соединение пойдет от края до края. Ни в коем случае эту деталь я сейчас не тяну, чтобы она не деформировала в дальнейшем сумку. То есть если я потяну, пришью, потом волной искорежена будет вот эта деталь, которая стабильна. Вот здесь, прям чуть-чуть ниже уголка, делаю наметку. Сюда должен будет прийтись угол. С этой стороны делаю то же самое, но здесь уже можно не мерить, а просчитать, как здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Между 11 и 12 поперечной рядами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот сюда вставляю. Эта деталь, часть, придется на дно, вот тоже с небольшим запасом для углов. Переношу маркеры на противоположную сторону, точно так же. С той стороны, где у меня осталась рабочая нить, я и прикладываю первую деталь. Вынимаю крючок, здесь у меня с небольшим запасом выведена петля. Здесь, возможно, это выглядит как изнанка. Возьмем лицом другую часть. Вот так. Значит, мне нужна противоположная деталь. Вот она. Поворачиваю себе работу. Вот эту петлю буду вводить в первую кромочную с этой стороны. Прям беру и подтягиваю. Здесь формирую хорошенько, чтобы было плотно. Теперь буду вставлять поочередно в каждую точку, для того, чтобы здесь заподлицо с вот этим уровнем обвязки стала деталь. Вот вставляю и здесь немножко поглубже в этой точке. Хорошо подхватываю прям всю толщу рядов. Я вот тут подхватываю не одну ниточку, чтобы это еле-еле держалось, а прям вот всю перемычку. И провязываю соединительно. Далее следующая петля за обе дужки. И здесь соответствующая. Вот здесь мне немножко нужно вот так сдвинуть, чтобы петля легла углом в маркированную точку. Вот здесь. То есть здесь я подхватываю следующую точку. Ширина ряда не соответствует длине кромочной косы, поэтому вот здесь я всегда беру с запасом, не чищу. Если буду чистить, эта деталь вытянется и вошьется вот так. Мне нужно, наоборот, ее немножко собрать, чтобы сантиметры соответствовали, а петли лягут как лягут. Достаточно плотно. Иду до угла. Ориентируюсь, смотрю, так главное, чтобы угол совпал с маркировкой. И все получилось точно. У меня угловая маркированная точка приходится на первую петлю угла. Угол у меня состоит из 2 петель. Вот здесь в маркировку уже вставляю крючок, хорошенько, плотно подтягиваю. Следующая точка также захватываю подальше, чтобы угол был полноценным, не впуклым. Здесь у меня еще больший разбег.
Обратите внимание. То есть мне нужно будет снова немножко стянуть эту деталь. По сантиметрам она у меня подходит. Она не подходит у меня по рядам. Поэтому я вставляю здесь в каждую точку, а здесь прям вот подхватываю ряды, как они ложатся, чтобы скомпенсировать длину вот этой части и попасть ровно в маркер к углу. Снова хорошенько тут подтягиваю, вот прям не в каждой даже, а через ряд ввожу крючок. Где-то будет подряд, где-то через ряд. Самое главное попасть по намеченным точкам. Здесь, подходя к верхней точке, смотрю, чтобы уровень боковин был одинаковый, соответствовал один другой стороне. Прохожу здесь намеченную точку. И вот здесь у меня последняя кромочная, подхватываю достаточно высоко. Воздушная в конце. Вот так сейчас выглядят мои детали. И здесь мне нужно пройти соединительными аккуратно в кромку в одну нить, для того, чтобы перейти на противоположную сторону, не прерывая нити. Не теряю ни одной точки. Снова воздушная в конце, чтобы не было лишнего напряжения нигде. И прикладываю лицом точно так же. Чтобы перейти на швы, надо вытащить крючок с этой петли, вставить в кромочную, протянуть петлю сюда, чтобы деталь вшилась точно так же. И здесь то же самое, ориентируюсь на маркеры. У меня должны совпасть угловые точки вместе с маркированными. Здесь на вершине снова воздушная и перехожу на обвязку края в кромочную точку. С этой стороны я сделала обвязку, чтобы перейти на эту сторону. Здесь для того, чтобы уравнять две детали по высоте и по внешнему виду. Подходя к концу, укорачиваю немного нить. Вытягиваю ее полностью. И здесь мне необходимо притянуть ее к крайней петле. Возвращаю нить в исходную точку наизнанку. Прячу по изнанке в глубину сумки и можно подшить. У меня закончено уже два изделия. Одна выполнена в контрастном цвете. Здесь также был один моток пряжи, но, видимо, связав потуже немного, я смогла сделать еще кисточку. Здесь пряжи осталось совсем чуть-чуть, но скромная кисточка тоже получится. Декоративные элементы пришила по-разному. Здесь они могут служить креплением для плечевого ремня с помощью кольца карабина. Здесь просто как декорация, перекликаясь с основной частью фурнитуры. Здорово смотрится как в монохроме, так и на контрасте. Размеры готового изделия: ширина около 24-25 сантиметров, глубина 19-18 сантиметров, до центра дна я меряю. Очень вместительная, стильная, необычная, здорово будет с плечевым ремнем. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!